Приветствую, а это у нас обновленная демо игры под названием No, I'm Not a Human. Предыдущую версию демо я не играла, но мне в рекомендациях попадалось. И так как у этой демочки очень положительные отзывы, почему бы нам ее не пройти? Ладненько, поехали, новая игра. Вот так вот все выглядит. А почему все зеленое? Это мы в квартире? Или это мы в доме? А, в доме. Так, на улице валяется несколько сильно выпивших пьянчуг. Несмотря на то, что они лежат на холодной земле, кажется, синяки крепко спят. Им сейчас хорошо. Ага, кто-то нам стучится тут. Погодите, я осматриваюсь здесь. Телефонная линия отрубила до осени. Остается ждать. До осени? Как раз таки, когда выйдет полная версия, да, где-то там осенью, в сентябре или октябре, вроде бы. Так, что это за женщина? Это жена? Это мать? Кто это? Лучше не заходить туда сейчас, проверить днем. Почему? Почему не сейчас? В чем дело? Окей. Давайте в окно посмотрим. В чистом поле стоит дом вашего соседа. В окнах темно, и похоже, его семья сейчас спит. Ага. Да кто стучит? Погодите, блин. Так, это наша спальня. Я не могу спать сейчас. Вдруг кто-то... Что? Придет сюда в поисках убежища? На тропинке, что идет сквозь поля, стоит худая дворняга. Она жалобно смотрит по сторонам в попытке найти какую-нибудь еду. Бедняжка. Ну ладно, так. Что тут у нас такое? Лайнес. Ой, короче, ладно. Я тут пытаюсь. Что тут интересно? С чем-нибудь можно взаимодействовать? Радио? Нифига. Гостиная тоже заперта. Ладно, что такое? Кто так настойчиво стучит? Так, здрасте. Привет, сосед. Давно не виделись. Как жизнь? Да, нормально. Слушай, я почему зашел? Немного беспокоюсь за тебя. Намечается что-то нехорошее. Мне звонила двоюродная сестра, по их новостям говорят, что с Солнцем происходит что-то странное. И про людей, лезущих с земли. Их почему-то называют гостями. Жуть какая-то, надеюсь, все это неправда. Гости? Да, так вроде называют людей из земли. Хрен знает, почему их так называют. Наверное, потому что они гости на этой земле. Либо потому что они пытаются попасть в дома людей. Двоюродная сестра сказала, что оставаться дома одному опасно. Поэтому я пришел, чтобы тебя точно не угробили. Так, хорошо, я могу за себя постоять. А как же твоя дочь и жена? То есть у тебя есть семья? Собственно, а как же они, да. Не переживай, ко мне как раз на днях приехал хороший друг. Он присмотрит за моей семьей одну ночь. Ладно, давай тогда с утра продолжим разговор. Я буду ждать тебя на кухне. Увидимся утром. Ты меня не спрашивал, да? Могу я тебя впустить? Хочу ли я тебя впустить? Вот в чем дело. Так, стоп. Что там было? Кажется, больше никто не придет в эту... И что? И чего? Мне спать ложиться, что ли? Так, ну ладно. Срочные новости. Сегодня в 6:28 утра на Солнце произошел мощный выброс энергии. Данная вспышка оказалась больше, чем прогнозировали ученые. Температура на улице достигла критической отметки. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Мы просим всех граждан избегать выхода на улицу в дневное время. Окей. Выходим. Другое дело. Больше красок. А не просто что-то зеленое.
Так, боюсь, я слепну от такого. Лучше загляну ночью. Мгм. Так, что у нас в гостиной? Ага. Мгм. Так, кабинет. Вот такой у нас кабинет. Дальше. Ага, кухня. Погоди. Посмотрим другие комнаты. Так, кладовая. Здесь у нас, видимо, ванная, да. Ванная. Так. Так, мы это смотрели, видели, читали. Мгм. Товарищ. Что ты тут принес? Пиво? Я не пью пиво, чувак. Ладно, тогда все, что я говорил, имеет смысл. Ты о чем? Не входи на улицу днем, и тебе придется пускать к себе других людей. Зачем мне пускать к себе незнакомцев, пускать людей? Зачем мне пускать их? Я знаю, ты сторонишься людей, но так надо. Двоюродная сестра толком не сказала, почему именно нельзя оставаться одному. Но вот что она упоминала, если кто-то будет спрашивать, один ли ты, отрицает и говорит, что в доме есть кто-то еще. А для меня люди обуза, какой толк от лишних людей? Возможно, они что-нибудь принесут с собой и расскажут чего интересного. И не забывай проверять их на признаки гостя. Из-за жары у тебя будет мало сил днем. Поэтому внимательно выбирай, у кого хочешь проверить признаки. Проверки сильно утомляют. Тебе ведь надо внимательно всматриваться. А насчет разговоров не беспокойся, они не будут тратить силы, так что говори сколько хочешь. И лучше смотри в окна. Телек это, конечно, хорошо, но не помешает знать, что происходит вокруг. И что нам делать дальше? Боюсь, все, что мы можем, это пытаться выжить. И надеяться, что этот кошмар скоро закончится. Думаю, правительство поможет нам как-нибудь, может, отведет всех в убежище или вроде того. Если что, держись рядом с моей семьей. Кстати, я тебе там ящик пива принес. У меня брат жены в пивоварне работает. Выпей его, ложись спать. Оно сильно клонит в сон, так что если не захочешь больше ни с кем говорить, пей пиво и отдыхай. Хорошо. Вон тот дом, который мы видели в окне, это как раз таки его получилось, да? Так, что тут у нас? Огурчики, что-то, какое-то варенье или что это? Это таракан. Один. Фига, блин, ты даешь. Бобер Черни. Семейный бизнес двух братьев, живущих близ плотины. Вкус пива имеет небольшие древесные нотки, создавая ощущение прогулки по лесу в теплый летний день. Окей. Что это, лимон или картошка? Это, видимо, фарш и яйца. Ладно, что он сказал? Пиво выпить, да? Кажется, меня разморило от пива лучше всего. Понятно. Спать лечь, короче. Ладненько. Давайте ляжем. Все интересное у нас происходит ночью. Получается. Окей. Так, погодите. Смотрим в окна. Вдалеке стоит дом соседа, что сейчас гостит у вас. В окнах горит свет, и кажется, семья ждет, пока он уйдет от вас обратно домой. Кто уже стучится, блин? Не переставая. Здесь что? Вы видите, за окном у поля проводит время несколько подростков. Они беззаботно сидят и о чем-то болтают, не обращая внимания на вас. На вас внимание. Окей. На улице гробовая тишина. Никого нет. Даже пьяницы решили не появляться на улицу. Они кого-то боятся? Ну, видимо, каких-то там гостей. Окей, кто? Привет. Мой папа у вас? Вы позовете его? Днем было не страшно, но сейчас страшно. Много людей повыходило ночью гулять. Как зовут твоего папу? Расскажи что-нибудь о своем папе. Как зовут твоего папу? Вы забыли его имя? Вы проверяете меня, не гость ли я? Вы хитрый, я тоже буду людей проверять теперь. Спокойно? Спокойно дошла сюда. Боишься гостей? Боишься гостей? Не знаю.
Все их боятся, мне тоже страшно. Я не видела ни одного из них. Они страшные, больно бьют. Если меня мой друг из школы ударит больно, он тоже гость? Папа сказала быть осторожной, я очень осторожна. Очень тихонько сюда пришла, никто меня не видел. Так. Зову папу, тебе удачи. Спасибо вам тоже. Мы уже пойдем, а то мне страшно до ночью. Мы будем играть в игру, он сделал мне какую-то там... Надо кубики бросать. И потом ходить по предметам, то есть по креслу там или дивану. И вот, надо строить дорогу. Короче, я покажу вам потом. До свидания. Давайте, удачи. Шо? Ну уже? Так быстро-то. Фига ты высокий. Вам можно? Я укрывался в пабе, но меня просто выгнали. За что? Не каждый выдерживает мой темперамент. Но я не обижаю никого, не подумай, просто тошно иногда, сам понимаешь. Что думаешь, впустишь? С тобой не будет проблем, ты же не гость. Ты же не гость? Думаешь, что я из этих чудовищ? Нет, не гость. Но спрашивать каждого в лицо об этом ебаный бред. Впрочем, теперь по-другому не будет. Почему тебя выперли из прошлого убежища? Почему ты думаешь, что тут будет по-другому? Ты как будто знаешь, что его выперли из убежища. Так, давайте второе. А что, мне сдохнуть под солнцем теперь? Не, домовладелец, мне такое не интересно. Пока жив, еще поищу с кем поговорить. И на какую тему. Ты не вкусишь, повезет в другом месте. Если в этом новом мире остались везение и не ублюдки. Ну... Проходи. Спасибо. Доверие к людям сейчас не больше монеты. Поэтому ценю твое доверие. Может? Ладно, не могу обещать ничего. Вот это да. Лучше ничего не обещай. Заранее. Господи, а чего так быстро вы припираетесь тут? Они все такие дефективные будут. Ладно. Здравствуйте. Извините, что так поздно, днем как-то жарко, по телевизору говорили, что лучше не уходить при солнце. Не найдется ли у вас местечко для меня? Ты кто? Я жила поближе к городу. Там, конечно, асфальт нагревается очень неслабо. Хе-хе. Я вообще кассиром работала когда-то, сейчас уже нет. Меня уволили с работы, как-то не повезло. Что будешь теперь делать? Как думаешь, что будет дальше? Стараюсь как-то выжить. Страшно, конечно, когда вокруг какие-то гости, солнце адски печет. Очень хочется пожить. Хе-хе. Ой. Разве вам не страшно? Скажите, что все скоро закончится, пожалуйста. Ой, не знаю, ну проходите. Спасибо. Спасибо, правда. Господи, я проживу еще какое-то время. Давай уже, заходи. Так, кто-нибудь зайдет? Или что, никого не будет сегодня? Ну-ка. Кажется, больше никого... понятно. Никто не придет. Ладно. Тогда ложимся спать. Что еще делать-то? Добрый день, в эфире новости. Активность солнца не снижается, а уровень преступности незначительно вырос. По последним данным, число убийств за последнюю ночь превысило среднесуточные показатели. Эксперты полагают, что это связано с появлением гостей и ростом тревоги в обществе. Теперь переходим к минутку. В нашу студию только что поступило срочное обращение о контактах с гостями. Очевидцы описывают их как существ, имитирующих внешний облик и поведение человека. Просим вас избегать контакта с гостями. Из одного случая удалось выявить признак этих существ. Это идеальные белые зубы. Показательным случаем можно считать произошедшее с одним из очевидцев. Он наткнулся на бездомного с идеальными белыми зубами, который оказался гостем. На этом все. Сохраните спокойствие и не выходите из дома в дневное время. Далее прогноз погоды. Вот так вот. Погодите, мы
Или смотрели в окно ночью. Я уже не помню что-то. Так, кладовка открыта. Погоди, Так, нет никого. Здесь. Понятно. Либо в гостиной, либо... Ага. Ты здесь, значит. Так, товарищ. Да, ты что-то хотел? Так за что тебя выгнали из паба? Потому что все посходили с ума от череды катастроф. А они все ёбались. Кто на фоне стресса, кто от алкоголя. Ну, и у меня фляга засистела от злости. Я поднялся на стол, кричу им что-то вроде «Винить всех, все вокруг себя, давайте людьми оставаться». Слезы в пене помеха не будут, хмель и солод с соленым вкуснее. Да кому это, конечно, только надо? Погоди, надо проверить тебя. Мне надо тебя проверить. Что ты хочешь проверить? Ну, зубы только, получается. Тебе показать мои зубы? Ну, посмотри. На них еще остался привкус несчастья и дыма. Чё-то не видно, чувак. Они у тебя почти что идеально. Ну, кроме нижнего ряда, они чуть-чуть кривоваты, но так, в принципе, выглядят. И белые, чувак. Они белые. Желтоватые, да? Ну вот и не доебся до меня со своими тестами. Я не гость. Слышь ты. Захочу и... Боже, мне тут... Ты вообще-то в гостях? Ванная? Ага. Так. Ну, в кладовке, значит, сидит. А чё ты здесь сидишь-то так? Укожилась вся. Пока, стопэ. Не то. Эх, надеюсь, скоро все это закончится. Как вас лишили дома? Ох, я хорошо помню тот день. Меня уволили, хотелось просто добраться до дома, лечь на кровать и плакать. Пришла, а в прихожей кучу сапог. Подумала, что соседка к себе друзей или родных привела. Я пошла к ее комнате, хотела узнать, как у нее дела. Подойдя, я услышала странный шум. Мне стало немного не по себе. Я решила тихонько взглянуть, что там происходит. Я успела только слегка разглядеть соседку, которая неподвижно лежала на кровати, как вдруг... Меня дернул, знаете, какой-то неопрятный мужчина и сказал, туда нельзя, ей нехорошо. Пойдем лучше на кухню, посидим там. После этого он потащил меня за руку и усадил за кухонный стол. Я хотела оттуда уйти, но страх сковал меня так сильно, а потом... Мне надо немного отдохнуть, живот крутит от тревоги. Ох. Это, конечно, все замечательно, но мне надо тебя проверить. Что ты хочешь проверить? Зубки. Ах, это что же, по зубам ты будешь принимать решение? Ох. Я ведь недавно исправляла зубы. Хотя, если честно, я не могу вспомнить, когда я была у стоматолога, была ли я вообще у него. Господи, от страха не могу вспомнить даже, что вчера ела. Кстати, вот эти вот белее выглядят, по-моему. Ну, ты, получается, гость. Что я могу сказать? Так, это что же? Я подхожу под описание? Достать ружье? Серьезно, на месте? Получается, я гость? Как не надо? Мы даже никого не вызовем там. Ой, из дома выгнали, с работы уволили, теперь еще и мозги вышибут. Да, к сожалению. Страшно умирать. Подожди, можно мне повязку какую-нибудь? Или... Ну вот так вот как-то. Так, это... Ага, энергии нет-то. Спать ложиться надо. Что ж, ложимся. И ждем очередных гостей. Погодите. В окно надо посмотреть. Так. Там люди и гараж открыт. За окном стоит сосед и его дочка. Они весело играют, пытаясь забыть о происходящем ужасе. Хотя бы на миг.
Ну да. Здесь дома постоянно тоже толку нет. Как бы. Ого, на земле лежат тела подростков. Их убили, блин. Кто-то убил их. Кажется, совсем недавно ведь кровь еще не успела засохнуть. Вот так вот. Засиделись, молясь, ребята. Опачки, на тропе стоит бледный, как сама смерть, человек. На его коже странные складки. Кажется, эта кожа ему не по размеру. Отсюда не видно его глаз, но чувствуется, как он светлит вас своим взглядом. Вы ощущаете страх и молите Бога, чтобы жуткий гость обошел дом стороной. Не смотри на меня. Так, кто? Ой, здрасте. Я чувствую здесь застой какой-то энергии. Что-то очень плохое. Тон целев в 5-й дом, все понятно. Ты эзотерик, астролог и тому подобное, да, получается? Вы довольно напористый человек, да? Чего? Вижу, вы любите делать. Не, говорить. Типичный лев. Понимаете, да? Угу. А вы здесь скопили как-то много неприятной темной энергии. Пока не понимаю, почему. Все так запущено, наверное, надо аффирмации начинать тут. Так, и что нахер ты меня этим грузишь? Я понимаю, что для вас это все стресс, поскольку вы асцендентный козерог. Откуда ты знаешь-то? Я тебе дату, время и все такое ничего не рассказывала на себя. Вы совмещаете в себе несколько созвездий сразу. Вы комплексный человек, как и все. В общем-то, люди. Типа. А вот с помощью аффирмации мы сможем дойти до глубин вашего космоса, понимаете, да? Сразу все встанет на свои места. Господи. Вот и как понять вот здесь вот по разговорам, что это гость? Ладно, вон там в окне. Чувак с голым торсом, но вот эти вот приходящие. Ладно, приходи. Хорошо, у тебя это положение прямо ресурсное, если честно. Идет энергетический поток через твой дом. Угу, очень хорошо. Так. Угу. Кто? Ой, чувак, привет. Пустишь, приятель? Что с тобой произошло? Кто ты? Что с тобой произошло? Попал под дневной свет, пока тушил лесные пожары. Я остался последним из бригады. Остальные же... их просто не отпустило начальство. И они остались на вечную смену. Почему ты не в больнице? Больница? Нет никаких больниц, приятель. С приходом гостей больницы потеряли свой смысл. Тяжело лечиться, если ты не доверяешь тому, кто тебя лечит. Никто мне уже не поможет. Лучше бы я остался тушить пожар и умер там со своими друзьями. Ты обгорел, получается. Очень прям сильно. Ты вообще ходишь. Так, все равно недолго осталось. Ну, блин. Проходи. Думаю, я ненадолго задержусь у тебя. Хоть не на сырой земле придется умирать. Нам перед тем, как отправиться тушить пожар, дали на работе вот эту бумажку. Господи, ты пройдешь уже, нет? Кучу бумажку. Хотели, чтобы мы явились в карантинной зону КЧС. Только вот кто туда пойдет, если там все гибнут? Мне она все равно больше не нужна. Держи, можешь ее выбросить или воспользоваться еще как-нибудь. Так, где? Ничего. И куда? Куда ее дел? Ладно, может быть, потом покажет. Господи. Это кто? Что за... Он мертвый? Что происходит? Я могу у тебя отдохнуть? Откуда ты пришла? Я уже не помню. Все равно откуда. Я очень устала. Если не отдохну, просто упаду под окнами. Твоему напарнику плохо? Это мой муж. Он умер.
Поэтому ты его на спине носишь, да? Я не могу его нормально похоронить теперь. Отпускать его теперь бессмысленно. Ага. Пойдем всякий сброд. Собираю. Ладно. Не в обиду сказано. Не думаю, что останусь надолго. Мне бы только передохнуть. Угу. Ложимся спать. Может, какие-нибудь еще признаки будут, которым гостей можно узнать. Добрый день, в эфире новости. Аномалия жара продолжает усиливаться, а нашествие гостей не прекращается. Для решения возникшей ситуации правительство организовало специальную службу. Комитет по чрезвычайным ситуациям, сокращенно КЧС. Ее сотрудников можно узнать по желтым костюмам химической защиты и противогазам. Несмотря на недавнее начало работы, комитет уже выявил новый признак гостей. Грязь под ногтями. Угу. По данным специалистов, этот признак помогает выявить гостей, которые вылезают из земли. На этом все. Сохраняйте спокойствие и не покидайте дома в дневное время. Далее репортаж про бледного маньяка. Но сперва реклама. Про бледного маньяка. Так, кстати, радио. Что еще за инструкцию? Так, теперь не работает. Я убрал блокатор волн с рации. Пошли они нахер. Чтобы уловить сигнал, вы должны крутить правую ручку. Для этого зажмите ЛКМ на правой ручке и передвигайте ваш курсор влево или вправо. Слева ручка для регулировки громкости. Если поймать сигнал так и не удалось, попробуйте сменить диапазон волны. Для этого нажмите на левую ручку с помощью ЛКМ. Продолжайте правой ручкой искать нужную вам волну. Так. Окей. Помедленнее, наверное, надо. Но, блин, это займет столько времени. О! Что за бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Они прогоя злой дух. Это лошадь ауры. Погоди, что? Они прогоняют злой дух. Ты чё убрал-то? Кажется, сегодня больше не поймать никакой... Что еще раз? Никаких радиопередач. Так мы поймали же. Так, чувак. А ты чё здесь сидишь? Так, тебя надо проверить. Ручки хочу твои. Откуда они вообще полезли? Из земли. Ногти испачканные в земле. Это признак. Они же могут руки помыть и все. Но, видимо, не моют. А какой-нибудь садовник сразу же становится гостем, получается. Ёб, бред. Смотри ногти. Ладно. Окей, все с тобой в порядке. Ну что, я гость? Ну еще бы нет. Ты чё такой раздражительный? Я тебя вообще выпру сейчас. Черт, как же жарко. Как твое самочувствие? Кажется, все еще хуже, чем я думал. Проклятие. Чувствую, я не протяну здесь больше недели. Правда, знаешь, мне греет душу, что ты решил впустить меня. Спасибо. Но я сижу здесь, пока остальные ребята умирают. Я мог бы быть там вместе с ними. Мне уже все равно, нечего терять, ведь и так умру. Да ладно, что тебе... Я хочу тебя проверить. Да, пожалуйста, приятель, мне скрывать нечего. Все уже давно выгорело. Зубы. Гляди. Вот это называется желтый. Они даже оранжевые почти. Не суди строго. Дым, это, знаете ли, не зубной врач. Так, дайте мне ручки проверить. Да, пожалуйста, приятель, не скрывать нечего. Ага. Выгорело руки. Вот, смотри. Ну, чистые, да. Как два обгорелых полена, зато ногти чистые. Иронично, да? Отпускаем.
Окей. Это у нас люди. Здесь никого. Так. Дамочка, ты здесь со своими таро? Окей. Погадайся на картах. Откуда ты знаешь обо мне все это? Ну ты смешной. Это ведь не я знаю, это звезды говорят. Ты жил у нас в 6-м доме с кармой Венеры, а у тебя это прямо написано на лице, понимаешь, да? Еще такой молчаливый. Был у меня когда-то один человек, такой же, как ты, он тоже все слушал, но молчал. Знаешь, как говорится, у кого Юпитер в 8-м доме, тем лучше молчать. Это знак закрытых дверей. Очень хорошо. Мне надо тебя проверить. Ох, милый, я знала, что твоя энергия будет сопротивляться, но давай проверим, я все равно живу. Вижу тебя насквозь. Зубы давай. Ладно, смотри. Они идеально белые, да. А вот десна не очень. Но они все равно белые, получается. И как будто бы больше, чем у обычного человека, можно считать, правда, раз. 8. Глаза — это отражение нашего космоса, а не зубы. Хочешь в моих зубах увидеть свою судьбу? Пока отпущу, но... Чего? Почему? А почему я не могу ее второй раз проверить? Ручки. Так. Ты не пьешь мое пиво там случайно? Пока сидишь на кухне. Смотри у меня. Ага, тело убрали. Это хорошо, а то будет вонять на весь дом. Так. Вот вы где. Ты его зачем в ванную полную воды положила? Чтобы он еще быстрее разложился, да? Отдохнуть бы немного. Тебе что-нибудь нужно? Чтобы он был жив. Кстати, почему я не могу ее проверить? Мне вообще ничего не надо больше. Принести тебе воды. Может дать тебе еды. У нее вот здесь воды полно, кстати. Не голодна. Я тут хочу посидеть. Пока оставлю тебя здесь. С тобой посидеть? Я с ним хочу побыть. Ты мне не вернешь никого? Я даже похоронить не могу тебя. Что мне делать? Ты что имела в виду? Да что сейчас было? Ладно, ложимся. Спадки. Странная девушка. Так, кто-то уже ломится, блин. Погодите. У соседнего дома стоит небольшая группа сотрудников КЧС. Я, блин, пропустила. Погодите, давайте заново. Все? Блин. Ладно. Ходят там, проверяют. На земле лежат сгоревшие дотла тела подростков. Кажется, они пролежали здесь весь день. 2 сотрудников КЧС стоят рядом с телами и что-то записывают. Хорошо, что появились те, кто могут убрать тела. Страшно представить, какая зараза может появиться, если гниющие тела не будут убираться с улиц. Все верно. Да погоди ты. Так, военные. За окном стоит группа вооруженных солдат. Видимо, это небольшой отряд, высланный сюда из города для обеспечения безопасности КЧС. До вас долетает лишь обрывки фраз про бледного мужчину с голым торсом. Мы вчера его видели как раз, да. Прошлой ночью. Может, они хотят выследить его, выследить того жуткого гостя? Возможно. Здрасте. Ты все-таки решился постучаться? Привет. Что надо? Просторный дом. А мне нравится. Мне ничего не надо. Да-да, понимаю. Слушай, ты дома один? Нет, я не один. Сегодня тебе повезло. Я слышу, как кто-то шепчется в твоих комнатах.
Но кто знает, что будет через несколько дней. Я все еще буду не один. Не обольщайся. Привет, человек. Как же нам повезло. Мы застали своими глазами наказание людских страстей. Земля очистится, солнце сделает свою работу. И мы пойдем в новый чистый мир. Вот такая, блядь, благодать. Что? Да чего ты, человек? Ну-ка послушай, сейчас я тебе кратко сводочку расскажу. Солнце горит и печет нас не просто так. Оно из нас выпекает грехи. Мы все натворили всяких дел, и вот теперь солнце злится. Дает по нам свой удар. И это хорошо, все грехи закончатся, будем жить как следует. Угу. Мы не будем жить, когда солнце начнет бить. То есть мы должны умереть, а с тобой что будет? Да я тут при чем? Мы все будем хорошо жить сразу после помощи солнца. Угу. Солнце поможет просто нам избавиться от всего вот этого, понимаешь? Нет? Да, все ты понимаешь, поэтому ты и жив. Ну, проходи. Я тебе еще расскажу много про все это. Вот тебе щедрая награда от самого Солнцеликого. Ты это заслужил, человек. Держи. Энержеку. Что? У тебя пиво-то есть? Забыл спросить. Ну, есть. Только я не говорил, что я буду с тобой делиться. Так, здравствуйте, мы снова встретились. Я вас не знаю. Я помню, что в прошлый раз было по-другому, но мы живем. Странно, не знаю, как объяснить. Мне хочется начать наше общение с одной активности. Погадаешь мне по книге, какую страницу открыть? Давай где-нибудь в начале, открой просто в середине, открой в конце. Ну давай посередке. Так, и... Кто ты такой? Это я, а ты? Ты была моим домом. Да, печальная история. Разве это нас и ждет? Вполне возможно, что и так. Что это значит? Это надо хорошо обдумать, если у тебя самого мысли на этот счет. На самом деле, я пришел сказать тебе кое-что. Через некоторое время произойдут такие действия. Тебе нужно быть готовым. Я понимаю, звучит странно, но тебе надо впустить персону с котом. Зачем? Точно знаю, что тебе это поможет, пока не могу сказать как. Но выбирать тебе, конечно, что с этой информацией делать. Пока я подумаю над значением твоего выбора в гадании. А ты не зайдешь? Ну ладно. Окей. Ой. Здрасте. Вы чё, близняшки? Здравствуйте. Ох, обопрись на меня пока что. Ничего, что мы пришли сюда. Вашему близкому плохо, вы обе больны или только одна из вас? Мы все в разной степени больны депрессией. Мы понимали, к чему все идет еще до начала проблем с солнцем. Вы же следили за новостями, все шло к этому, но я думаю, до полноценного взрыва все равно не дойдет. Что будете делать дальше? Тебе не надоело возиться с ней? Что будете делать дальше? Мне нужно найти место, где сестра почувствует себя немного спокойнее. И вы решили здесь найти это место, да? А потом срежиссируем новую жизнь. Думаете, дальше жить невозможно? Я с вами не соглашусь. Дальше должно стать полегче. Ну, блин. Все больше и больше их становится. Ладно, проходите. Спасибо. Помогите мне ее занести. Смерть родителей будто подкосила ее еще сильнее, но она уже долго в таком состоянии. Может, у вас она немного придет в себя? Подумать дважды. 2 человека за раз. Двойной риск. Но он... Что? Что-то там было. Ладно. Мы ложимся спать. Все разбрелись по разным комнатам своим. Окей. Что вы скажете по новостям? Добрый день, в эфире новости. КЧС принял новые меры для разрешения ситуации с гостями.
Организованы карантинные зоны для людей с потенциально опасным статусом. Также КЧС выявили новый признак гостя в результате экспериментов с задержанными. Кроваво-красные глаза. А фотографии получше не нашлись, да? По нашим данным, КЧС выявили этот признак в результате обследования задержанных гостей. Существа получают травмы глаза, так как глаза существ воспаляются и краснеют из-за повышенной чувствительности к свету. На этом все. Сохраняйте спокойствие и не покидайте дома в дневное время. Далее репортаж про КЧС, но сперва небольшая реклама. Угу. Да. Ой. Закрутилась, завертелась. Опа. Здрасте. А почему это синяя, это зеленая? Вообще. Так. С кем пообщаться? Давай с тобой сначала. Вот и конец. Эй, ты как? Я чувствую, как тяжелое одеяло, очень тяжелое. Сдавливает мне тело. Я не хочу. Что ты не хочешь? Мне надо тебя проверить. Делай уже. Глаза. Мы тут с сестрой похожи. Ага, нормально. Но она не признает пустоту в глазах. Отпускаю. Дайте мне... давай зубы, что ли. Смотри. Ну... Нормально вроде бы. Вышибешь их мне? Почему это? Да нормально все. А у тебя что, как? Надо только собраться с силами. Дал бы кто еще этих сил, как твоя сестра. Мне приходится ей помогать очень во многом. Вчера мне удалось искупать ее в ванне дома, она не могла даже залезть туда. Пока изменений никаких, но спасибо за внимание. Людям с депрессией очень непросто. Я боюсь, что в какой-то момент нам надо будет бежать, а она просто не найдет себе сил. Или не сможет поесть, просто потому что на это нет сил. Я и сама устала, пожалуй, отдохну немного. Погоди. Ты только не мучи сестру. Я уже ее проверил, не волнуйся. Да, сестра часто плачет, но глаза у нас до сих пор очень похожи. Не красные, я имею в виду. Ну да, ладно. Отпускаем. Кстати. Хочу глазки. С каждым днем все бредовее. А если я не выспался или плакал? Я перестаю понимать, как это вообще работает. А что ты будешь делать, если один признак подтвердится или несколько? Успокойся, слушай, все. Нормально все с тобой. Так, здесь кто-нибудь есть? Нет. Так, здрасте. Ох, милый, я знала, что это... Так, погоди. Глаза. Ой, глаза мои карие, конечно. Какая прелесть. Ну что ж, говори свои последние слова. Ты что? Это же просто луна шалит, понимаешь, да? За ее движениями не так просто уследить. Стреляем. Убьешь меня, будешь обречен на вечный... Что? Что она сказала? Понос? Нет, не буду. Вот так и сиди, короче. Спада. Вот так вот уже двоих убили. Так, чувак, ты здесь? А чё ты здесь-то, господи? Иди в кабинет лучше. Внимаю твоим словам, человек, говори. Ты представитель какой-то веры? Да, человек, но вера моя не похожа на привычные религии. Я поклоняюсь самому Солнцеликому, ибо оно защищает нас. Но глупые люди видят в нем лишь плохое. Мне кажется, что оно сжигает нас всех. Чушь собачья. Гнев его направлен на ростки зла и еретиков. Грешны они, потому что... А те, кто думает иначе, пусть лучше не попадают под горячую праведную руку. Сами на рожон лезут и удивляются, от чего сгорают. А ростки зла? Ты меня еще спрашиваешь? Ты что, не знаешь, кто такие инопланетяне? Ты считаешь гостей инопланетянами? Ладно, человек, сейчас я расскажу тебе самую правду матку. Так вот, гости ростки зла.
Они наследники инопланетян, прилетевших на Землю, когда Солнце было моложе, а трава зеленее. Чертовы вассалы, которых поселили в Землю, и те взращивались веками. А теперь они вылезли и хотят отнять нашу Землю, будто это их владение. Но Солнце решило защитить нас, ибо это наша Земля. Поэтому Солнце гостям не милостиво. Иначе чего они под землей прятались все это время? Бля, что же ты так набухался-то в тот вечер? Что? Не надо было пить до потери сознания. Праведный гнев Солнцеликова он. Когда я так напивался, упокой его душу, Солнцеликий, и прости его за грехи наши. Прими его распростертыми объятиями и, пожалуй, душу Фикуса, который он уже сможет полить. Аминь. Прикольно, чувак. Ничего не скажешь. Так, энергии нет. Ничего не поменялось, значит, ложимся спать. Спадки. Что нас ждет в эту ночь? Это новые гости. Так, погоди, нет, с этого окна начнем. Что? Он горит или что это? Соседский дом недавно покрасили в белое, сгорел дотла и теперь абсолютно черный. Ну да, сгорел. А почему? Похоже, пожар утих совсем недавно. Неужели кто-то поджег его намеренно? Что произошло с соседской семьей? Выжил ли кто-нибудь? Вашу голову переполнили тревожные мысли, и вас охватило чувство непонимания и беспомощности. Так. Если они выжили, они припрутся к нам, кстати. Ну ладно. Да. Бледный жуткий мужчина стоит на дороге и улыбается. Он военным убил, да? У него в руке чья-то оторванная голова в каске. Это голова солдата, застывшей на лице гримасы ужаса. Интересно, чего он больше испугался, бледного гостя или неминуемой кончины? А оружие применить никак? Или он такой быстрый, прям в него не выстрелить? Или что, оружие не помогло, в принципе? Так, весь отряд солдат, который был здесь вчера, мертв. Здесь была настоящая бойня. Не пропустила, неужели их всех убил тот бледный, жуткий незнакомец? Может, он был не один? Да кто? Доброй ночи. Я из бригады КЧС, обходим ваш район. Почему тебе можно доверять? Ты пришел один? Нет, конечно. Наша бригада разбилась на несколько небольших групп, чтобы охватить больше домов. Думаю, наш разговор много времени не займет. А почему ты в защитном костюме? Нам тоже нужен? Как ты будешь помогать нам? Нет, но вы можете купить такое, если посчитаете нужным. Мы пока в процессе изучения влияния Солнца на окружение. Раз мы часто находимся на улице, нам нужно быть настороже. У вас есть план действий, что будет дальше? Так, у вас есть план? Конечно, мы же не можем действовать спонтанно. Мы отвезем одного вашего человека к нам в лабораторию. Он просто сдаст анализы, мы убедимся, что все хорошо, и вернем обратно. Мне нужно собираться? Не просто ждать чего-то? Это ваш дом. Тогда не надо, оставайтесь с жильцами другими. Если нужно будет эвакуироваться, мы сообщим. О, того чувака забрали. Теперь... Ну, ладненько, хорошо, что вы его забрали. Он сидит, возмущается еще. Проверяет постоянно. Надо же. Теперь мы забираем одного человека. Мы пойдем. Всего доброго. Спасибо. Хорошо. Так. Кто же? Здрасте. Привет, жилец. Настроение ни к черту, я заранее прошу прощения. Так много ублюдков вокруг, надеюсь, ты не один из них. Ты про кого? Да, про всех. Про ублюдков, которых сдерживала только вера или еще что-нибудь. А когда Бог умер для них, ничего человеческого не осталось. Просто животные.
Будто не хватало нам этих приколов с гостями, тут еще эти. Чего ты так завелся? Ты чем-то отличаешься от них? Я хочу верить, что отличаюсь. Знаешь, меня до срачки пугает возможность склониться к маньякам. Или к жертвам. Обе стороны пиздец. Хотя, жертвы хуже. Они просто сидят и ждут, пока их оторвут им зубы или еще что-нибудь сделают. Ты бы понял мою ярость. Ты бы понял мою ярость, если бы видел то же, что и я. Ты, конечно, все это говоришь, но, может быть, ты гость. Поэтому ты в ярости. Что у тебя не получается убивать людей. Ага, понятно. Здесь же есть две сестры. Я только глянул, и сразу ясно. Все тут тихо дышат. Прогибаются, лишь бы не тронули. Таких я не переношу. Противно даже рядом находиться. Либо вот эта хуйня, либо я. Тут по-другому не бывает. Я не умею же с теми, кто сглатывает вот вместо того, чтобы быть. Я разберусь, заходи. Тогда по-честному. Спасибо, что выбрал не молчать, когда от тебя что-то зависит. Я постараюсь, но ты понял. Ага, посмотрим. Так, блин. Кто-то еще? Здравствуйте. Бедняжка. У тебя родители-то выжили? Пустите меня. У тебя истерика? Я не знаю, что мне делать. Люди. Убили папу. Кто это сделал? К нам пришли гости. Они сидели у нас. Почему же он осторожным не был? Папа о чем-то говорил с ними, а потом они его убили. Наш дом теперь горит. Проходи. Вы поможете мне? Мне страшно. Поможем. Мне жаль. Может, хотя бы так я оплачу за твою доброту. Ладно. Отлично, никого не будет. А сколько занимает прохождение, интересно, этой демочки? КЧС. Что за организация и для чего ее сформировали? Комитет по чрезвычайным ситуациям недавно сформированная специальная служба, созданная для ослабления возникшего кризиса. Они помогут решить проблему с нашествием гостей. Точно неизвестно, что именно предпримет комитет, но можно с уверенностью сказать, что наша судьба в надежных руках. А теперь к новым сведениям. Очевидцы выявили новый признак гостей. Так, подмышки без волос. Ну, может, люди бреют подмышки, господи. Как сообщает КЧС, признак связан с тем, что у гостей нет волосяного покрова на этом месте. Комитет просит граждан отнестись с пониманием к проверкам и сопровождением карантинной зоны. На этом все. Сохраняйте спокойствие и не покидайте дома в дневное время. Далее репортаж про КЧС. Вот так вот. Больше признаков. Окей. Так, начнем с гостиной. Господи, я что испугалась, его убили. Адвоката забрали. Так, а где твоя сестра? Надо только собраться силами. Дал бы кто еще этих сил. Что вы будете делать дальше? Это хороший вопрос. Мой муж скоро должен приехать за нами. Надеюсь, он сможет найти безопасное место. Там переждем нападение гостей и солнечную жару. Он говорил, что такое место есть. Еще он сказал, что солнце не может взорваться. Если бы это было так, нас смело минут за 10 или меньше. Думаю, он прав. Погоди. Ты только не мучай сестру. Подмышки давай. Я покажу, но прошу, не приставай к сестре, хорошо? Она и так слишком устала. Я разберусь. Все хорошо, ладно. Ты недавно их брила, они уже начинают зарастать, да? Вообще я за собой слежу, но сейчас не взяла с собой бритву. Без проблем. Да и в целом не до этого. Я понимаю. Все, отпускаем тебя. Так. Ну что, остыл? Я быстро остываю, но стоит вспомнить, что
что-нибудь эдакое, и опять выхожу из себя. Раньше как-то спокойнее был, меня было сложнее задеть и выбесить. Сейчас достаточно одной искры, и понеслось. Да и надо ли оставаться спокойным? Может, моя ярость помогает мне оставаться в здравом рассудке? По крайней мере, не поклоняться солнцу, как какой-нибудь ёб. Как можно думать, что солнце нас спасет? Оно нас, блядь, убивает. Все идет к тому, что оно нас, сотрет нахуй. Но этим кочелыгам не вдомек. Нет. Ладно, все, я спокоен, все. Спасибо, что выслушал. Угу. Надо проверить тебя, чувак. Ты серьезно? Ну давай, только быстрее. Слышь, я сама разберусь. Быстро или медленно? Да прикольно. Желтые? Ну и хуй с ними. Я как-то давно думал, что если уж мои зубы такие, то пусть хоть один будет золотым. Типа, знаешь, как в кино у крутых мужиков. Там у тебя не один золотой. Там у них несколько. Ну-ка, погоди. Руки давай. Да, не вопрос. Интересненько. А ты дрался с кем-то? Вырваны прям целиком ногти. Ты, видимо, кого-то бил. Кто тебя покусал так хорошенько. О, да, смотри, какие лапища. Бабушка с детства говорила, что с такими руками мне дрова колоть, а не заниматься тем, чем я занимался. Но тут нечего колоть, а злобу куда-то выплеснуть надо. Погоди. Погоди, глазки, давай твои дела, но мне плевать. Да что ж ты будешь делать? Что, цвет нравится? Голубые. Всегда такие были. Мне кроме них ничего и не надо было, чтобы девчонку склеить. Да-да. Подмышки. Вообще похуй. Ты их очень прям так брил. Яростно, что ли? Да, брею. Меня бесит, когда волосню под мышками ставляют, как будто ебучий кустарник там растить собрались. Все, ладно. Сидите тут. Так, никого. А вот ты где? Погоди. Погоди. Здесь никого. Тут еще ж был. Так. Да, блин, почему я у этого не могу ничего посмотреть? Давайте пропустим все это. Что с тобой? И у этой до сих пор не могу ничего проверить. Чего? Сидеть тоже. Так. К девочке идем. Ну чего ты? Я хочу к маме. Расскажи, что же случилось. Я не знаю. Они зашли, начали говорить. Папа сказал, что так нельзя. Они сказали, что сказали... Папочка. Папа. Ты отдыхай пока, я еще завтра с тобой поговорю, хорошо? Ты отдыхай пока, да. Девочка безостановочно зовет отца, истерика становится не скоро. Так. Опа. Это что такое? Энержека? Энержека. Вот о чем говорил тот чувак, который на стиральной машинке сидит. Бодрящий энергетический напиток от Евгения Арнольда со вкусом слез. От кранчи разработчиков игр, дающих силу кранчи без ощущения кранчи. Очень хорошо. Пожалуй, с меня на сегодня хватит. Ну ладно, у нас так, в принципе, энергии нет. Ложимся спать. Так. Ничего здесь. О, вообще ничего не осталось. Вы смотрите на руины соседского дома. От него остались лишь призрачный силуэт, хотя только недавно здесь жила вполне счастливая семья. Странное чувство охватывает вас, словно не знали, что это произойдет. Будто вы чувствовали, что смерть заглянет в этот дом совсем скоро. Ну, возможно. Так. Ты издеваешься, да? Вы видите кол, на который насажен череп в маске.
Он не мог так быстро сложиться. На черепе остались немного черные, обгоревшей кожи, а зубы, похоже, кто-то вырвал. Голова стояла здесь весь день. Вся эта мрачная экспозиция выглядит как угроза, наверняка оставленная тем жутким бледным гостем. Ну да. Да погоди. Так. За оградой сада. Я просто посмотрю, как разваливается мир. Что там было? Сотрудники КЧС осматривают место недавней бойни. Они забирают все снаряжение и оружие у мертвых солдат, чтобы оно не доставалось мародерам. Наверное, рассчитывали, что бледный гость не переживет стычку с толпой вооруженных соседей. Ой, вооруженных людей. А теперь мешков с трупами на пару больше. А, ну вот оно как вышло-то. Все, стой спокойно, не вертись. Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Что-то случилось? Сил моих больше нет, очень хочу спать. Из 5 детей остался только один. Муж куда-то пропал. Это женщина? Ладно. Я уже не знаю, что думать. Убери его. Бросил он нас или что? Сейчас бы просто лечь и поспать несколько дней. А куда остальные дети делись? А ваши дети мертвы? Нет, вы так не говорите. Конечно, тяжело присмотреть за целой оравой непоседливых детей, но... Да ничего с ним не случилось, они наверняка у моей матери. Они туда могут убежать, когда им совсем со мной скучно. А, то есть вообще не в курсе, да? Или когда их отец снова пришел деньги у меня просить. Вы можете меня впустить? Я отдохну и пойду искать детей. Ну, блин, проходите. Все, наконец, отдых. Пойдем ногами перебирать давай. Занимай место. Завтра уже пойдем с тобой. Собираем всех подряд. Так. Здрасте. Бабули, только не хватало еще здесь. Привет, дружок. Привет, дружок. Что-то я утомилась сюда идти. Отдохнуть у тебя можно? Ты прям сюда шла? Долго шла? Да долго ли, не скажу. И как понять долго? Даже вот ты сидишь дома, а все равно ходишь же. Долго ходишь? Да уж поди долго. А я дольше твоего топчу, пляшу. Такие дела, дружок. Не пойму, тебе надо что-то? Да как и всем. Истории таких послушать, самой поделиться, чем интересно. А там прилечь, глаза сладко закрыть. И выдохнуть как следует. Больше-то мне и не надо. Одной скучно, грустно. Ладно, проходи. Располагайся в кабинете. Уже в гостиной уже места нет. Кстати, что насчет сестры-то, этой близняшки? Которая депрессняк-то. Мы так ее не нашли в других комнатах. Ой, дружочек, а что у тебя тут опасный мужчина с ранами? То гремит кто-то, то шепчется себе под нос с тенями. А я таких мест боюсь. Я ж не зря странствую одна, знаешь, где слишком много криков или слишком много лиц. Мне там не бывать. Лучше уж с ними, если уж они тебе милее. Я постою на крыльце, подожду, пока ветры перемен утихнут. Не серчай, но я в такие бури не хожу. Не выдержу, развеюсь прахом. Я разберусь, заходи уже. Ну, коли так, я попробую. Но если снова запахнет грозой или зеркальной ложью, я уйду. Старое сердце не любит тревог. Ага. Может быть, ты гость? Рассказываешь мне тут сказки. Проверим. Это... Опачки. О, да ладно. Чего? Внезапно так резко. Гости все чаще встречаются на улице. Солнце нагревает землю, все сильнее смерти на пороге. Никто не хочет умирать, но вам нужно выжить.
Вы сильнее других хотите жить, или это не желание жить, а страх неизвестного, что там после смерти. Мы этого не знаем, но может что-то известно гостям, может нам удастся пережить это лето, чтобы осенью этого года попробовать приоткрыть для себя ответы на самый жуткий вопрос. Осталось немного подождать, выжить в летнюю жару, не впустить гостей. Окей. Главное меню. Ну вот, как-то вот так. В принципе, неплохо. Стоит пройти полную версию. А пока что на этом заканчиваем. Спасибо за внимание и пока-пока.